И кроме этого нужно переживать блаженство. Если вы не переживаете блаженство, думаете, ну как же так, этого не происходит, то есть это становится препятствием к медитации. Yes, хорошо. So this way, so this addition in some other text, Lama Tsongkhapa says, this is a unnecessary addition. И так, как говорит Лама Цонкапа, что это то, что говорится в других текстах, и это ненужное, необязательное дополнение, которое только сбивает людей с толку. Правда, если я слушаю концентрация, чистая концентрация, три характеристики, ясно, одноправильно, потом блаженство, потом я медитация, ясно я получаю. Еле-еле ясно получаю, еле-еле, потом я говорю, где мое блаженство, да? Ясно, да? Потом как надо чувствовать блаженство. Then is the mental wandering, how we should feel блаженство. Тогда вот эти мысли о том, как же испытать блаженство, это блуждание ума. Ясно, да? Then you think, maybe I should have a concert. И тогда вы начинаете задумываться, может быть, мне нужна супруга. Да? Then this way, one little bit, unnecessary additions of instruction, then will come many other mistaken concepts. Итак, вот появляется одно ненужное дополнение к наставлениям, и сразу же возникает множество ошибочных концепций. Да? So this is very important. That's why I'm saying that. That's why Guru says, the instruction which taught by Lama Tsongkhapa, one bookmark, don't remove it, and not necessarily any other addition on it. Just keep it as is. Then you preserve the pure teaching of Lama Tsongkhapa. Поэтому Кидру Римпоче говорил, что в отношении наставлений Ламы Цонкапы вы не должны исключать ни одной буквы, произнесенной Ламой Цонкапой, и также ничего не добавлять, и тогда вы в чистоте сохраните учение Ламы Цонкапы. Хорошо, да? Okay. So when we received commentary from Panna Rinpoche, he explained such way, it was very useful. Когда мы получали комментарии у Пананга Римпоче, то он давал объяснения таким образом, и это было очень полезно. So His Holiness Dalai Lama don't have time to explain very detailed, just roughly, and detailed, as I told you, I received from Panna Rinpoche. У Его Святейшества Далай Ламы не было времени на то, чтобы подробно объяснять эти вещи. Его Святейшество объяснял их в общем, а подробные инструкции я получил у Пананга Римпоче. Okay. Then Lama Tsongkhapa says some other texts on the top of these three, the fourth one they added. They're saying that this one, intense clarity, tower. They say that this one. There's two types of clarity. One is a clarity of the object, and another is a mind, clear mind, subjective clear mind. They should say that mind should be very clear. Итак, далее Лама Цонкапа говорит, что в некоторых других текстах в дополнение к этим трем качествам рассматривается то, что ясность может быть двух видов. Это ясность объекта и, кроме этого, ясность ума. И говорится, что ум также должен быть очень ясным. So, Lama Tsongkhapa says this is also not necessary. И Лама Цонкапа говорит, что это тоже не обязательно. So when you cultivate first characteristic, that is a clarity of the concentration, intense, then object and subjective, both of them, it will be clear. Когда вы развиваете первое качество, это интенсивность ясности вашего сосредоточения, то здесь и объект, и субъективный ум, и то, и другое становится ясным. Поэтому не нужны какие-либо дополнения, все уже входит в эти наставления. So this way, you should understand, that's what at the end conclude in such way. Formless concentration is a concentration which have a high intensity of clarity and one point of concentration, one moment not wandering.
such a concentration you should cultivate. Итак, поэтому вам нужно понять, что Лама Цонкапа приходил к такому заключению, что безупречное сосредоточение – это когда у вашей концентрации есть два качества, это высокая интенсивность ясности и также однонаправленность, когда вы ни на один миг не отклоняетесь от объекта медитации, это является чистым сосредоточением. So, this way, in order to cultivate pure concentration, so in order to have a intensity of clarity, the obstacle for our mind not achieving the intensity of clarity, that is a mental dullness. И Лама Цонкапа говорил о том, что если вы хотите развить чистое сосредоточение и добиться высокой интенсивности ясности, то препятствием к интенсивности ясности является притупленность ума. So this way, within the folds of meditation, mental dullness is one of the main folds of meditation. И поэтому среди ошибок медитации, Among the 5 folds of meditation. из 5 ошибок медитации, притупленность ума – это главная ошибка медитации. So this way, because of this fault, mental dullness, then our mind don't have a intensity of clarity in the object meditation. И из-за этой ошибки, притупленности ума, у нашему уму не хватает интенсивности ясности медитации. So this way, so this way we should understand what is a mental dullness very clearly and how to apply antidote. Поэтому нам нужно очень точно понимать, что такое притупленность ума и как применять противоядие. So identifying the mental dullness precisely is very important. И точно определить притупленность ума очень важно. So when you identify it, then knowing how to apply antidote. So if you know how to apply antidote, then there's no space for them to come in your meditation. Как только вы точно определите притупленность ума и также будете знать, как правильно применять противоядие, то тогда в вашем уме не останется места для ошибок медитации. In terms of applying antidote, there is two antidote. One is a reflective way of antidoting, and second is when the mental fullness come, then apply antidote. There's two. Что касается применения противоядий, то различают два способа применения противоядий. Это применение противоядий как профилактических средств от возникновения ошибок медитации. И второе – это в то время, когда ошибки возникают, тогда вы применяете противоядие. So, reflective way of applying antidote, that is the most effective. И профилактический способ применения противоядий самый эффективный. So, in terms of sickness, all the doctors saying that reflective way of curing the disease is more effective than when you are already sick, then taking treatment. That is too late. Также в отношении физических болезней все врачи говорят, что профилактический способ применения лекарства более эффективен, чем лечить себя в то время, когда вы уже заболели. Уже болел, а потом поздно. So, до болезни придут, reflective way of, treating it, making the immune system strong, eating the food in the right way, doing exercise, everything. This is the reflective way. Итак, еще до того, как пришла болезнь, профилактическими способами ее предотвращайте, то есть укрепляйте свой иммунитет, также делайте крепче ваше тело, занимайтесь физическими упражнениями, правильно кушайте еду в положенное время. So these are the reflective way. Это профилактические средства. Вода много пьют, we know it, but we are lazy. Мы знаем об этом, но мы ленимся. Пока нос не ударит, потом вы не кушаете лекарства. Удар, потом кушаете лекарства. Это наша ошибка. Это ленивый. Самое начало, если дело, всегда легкий. Ваш мирское дело тоже. Все зарано дело, спокойно. Вы так не делаете. Потом, а потом говорит, времени не хватает, понятно, да? А завтра посол закрыт, а послезавтра закрыт. Что надо делать? Вот вы, пожалуйста, вы знаете, там посольство людей. Зачем это надо? Самое начало, зарано дело, даже 10 дней закрыт, какой разница, понятно, да? Если зарано дело, 10 дней закрыт индийский посол, ничего страшного, я зарано дело, понятно, да? Вот такой, один маленький пример. Все ваше мирское дело, духовное дело, все зарано, план надо. Понятно, да? Зарано дело, тогда вам мирские проблемы очень легко решает. Понятно, да? Мы ленивые. А потом, когда уже поздно, потом, что могут делать? Даже ваш папа Будда, что могут делать? Поздно. So, хорошо, ясно, да? Окей. So that's way,
if in daily life, if you have a little bit initiative, if you know how to treat your body practical way, then during meditation time you become a such habit of remove the force of meditation before it comes. Then you're professional. Итак, если в повседневной жизни вы достаточно инициативны, если в отношении исцеления своего тела вы применяете лекарства тоже профилактическим образом для предотвращения болезней, то тогда And all your activity do in right before it's too late. И всей своей деятельностью вы занимаетесь до тех пор, пока еще не слишком поздно. Then you become a habit of doing things before it's too late. То у вас появляется привычка все делать до того, как стало слишком поздно. Понятно, да? Это очень хорошая черта, понятно, да? А тогда время медитации, вы говорите, нет, когда ошибка медитации пришел, это поздно. Это как огонь. Ковер мой, все равно джигар. Понятно, да? Я не пущу огонь. Понятно, да? Самое начало префлектика не пускай. Понятно, да? So later on I will explain you how to preflect way, removing the mental wandering dullness. Позже я объясню вам, каким образом профилактическими средствами устранять притупленность и блуждание ума. Понятно? If you know this instruction very clearly, when I meditate, mental wandering seldom come. Then I was wondering, some people say, oh, my mind going here. And when I seldom come, because of the preflective way, I am applying antidote. Если все эти наставления знать очень точно, то я могу сказать, что в моей медитации I am lazy, but when I do meditation a little bit, mental wandering almost don't come, because I know how to apply preflective way. Я ленив, но когда я немного занимаюсь медитацией, то блуждание ума почти не возникает, потому что я знаю, как предотвращать его профилактическим способом. Понятно? Ясно, да? So if you know how to apply antidote preflective way, during concentration time, you just your mindfulness not enough strong. Mental wandering almost don't come. Итак, если вы знаете, каким образом применять противоядие как профилактические средства до медитации, то тогда во время медитации ваша внимательность не будет достаточно сильной, но блуждание ума почти не будет возникать. Because your mind was not strong, that's why you stop meditation, mental disappear. Not because of mental wandering, you lose object meditation. Ваша медитация будет прекращаться, объект медитации исчезать, потому что у вас слабая внимательность, а не потому, что появилось блуждание ума. Понятно? Okay. So many of us, although your mindfulness can able to stay on 2, 3, 4, 5 minutes, they have potential, but because of mental wandering, then the 2, 3 seconds, 10 seconds, then you lose object meditation because of the mental wandering. У многих из нас, хотя потенциал ума таков, что мы можем пребывать на объекте медитации 2, 3, 5 минут, но из-за того, что возникает блуждание ума, спустя 5 или 10 секунд мы отвлекаемся. So this is you don't know how to apply the antidote to mental wandering, mental dullness, preflectical way. Это из-за того, что вы не знаете, как применять противоядие от блуждания притупленности ума профилактическим образом. Лама Цонкапа эти моменты объясняет позже, а сейчас это не наша тема. Then Lama Tsongkhapa says, in order to stay on object meditation for a long period of time without mental wandering, the main obstacle is a mental wandering. To have a stay on object meditation with a high intensity, mental dullness. These two are the main obstacle, main force of meditation. Лама Цонкапа говорит, что для того, чтобы длительное время однонаправленно пребывать на объекте медитации без отвлечений, здесь главное препятствие, главная ошибка – это блуждание ума, а главное препятствие для высокой интенсивности ясности – это притупленность ума. So that's where these two, what is the mental dullness, what is the mental wandering? Definition very important, no. And then they will say gross mental dullness, gross subtle mental dullness, gross mental wandering, subtle mental wandering. What is the difference between the gross and subtle? Understanding very important. И поэтому Лама Цонкапа говорит, что очень важно знать определение притупленности и блуждания ума, и также важно знать, что есть тонкая притупленность, грубая притупленность, тонкое блуждание, грубое блуждание, и также важно уметь их отличать. So these are the very important for those who want to cultivate
pure concentration. И это важно для тех, кто хочет развить чистое сосредоточение. Without knowing this information, just staying like that, then even 1,000 years stay in such way, you can't develop samatha, not possible. Не обладая такой информацией, если вы просто сядете в такую позу и просто будете сидеть, то так вы можете просидеть даже 1000 лет, но не разовьете шаматху. Yes, да? Okay. So, if you don't know such things properly, let alone vipassana, even samatha, you can't develop it. Лама Цонкапа говорит о том, что если у вас если вы не знаете всех этих подробных наставлений, то, не говоря уже о випашине, вы не разовьете даже шаматху. Now, so detailed information about what is mental wandering, what is mental dullness, how to apply antidote. Lama I will explain later on. И Лама Цонкапа говорит, что подробно то, что такое притупленность ума, что такое блуждание ума и как применять от них противоядие, я объясню позже. Now, So, in order to stay in object meditation for a long period of time, very important to have a, this one. In order to stay in object meditation, very important to cultivate the mindfulness. Лама Цонкапа говорит, что для того, чтобы пребывать на объекте медитации, очень важно развить внимательность. So, so that's why, mindfulness very important. So that's why Lama says in such a way, in order to stay your meditation, when the mental wandering and mental dullness come, in order to identify the forced meditation, then two things are very important. Итак, Лама Цонкапа говорит, что для того, чтобы удерживать свой ум на объекте медитации, и в то время, когда возникают блуждания или притупленность ума, чтобы распознавать эти ошибки медитации, очень важны два момента. In order to let your mind stay on object meditation for a long period of time, that is depend on the mindfulness. Stronger your mindfulness, that much you can stay on the object meditation for a long period of time. Для того, чтобы позволить своему уму длительный период времени пребывать на объекте медитации, очень важна внимательность. Depend on the mindfulness. Это зависит от внимательности. Stronger your mindfulness, that much you can able to stay on object meditation. И чем сильнее ваша внимательность, тем дольше вы сможете пребывать на объекте медитации. Weaker your mindfulness, you have a very difficult state of meditation. А если слаба внимательность, то и на объекте медитации будет пребывать очень трудно. So that's why you should know what is mindfulness in daily life. Cultivate mindfulness. That's very important. И поэтому вам нужно знать, что такое внимательность, и также очень важно развивать внимательность в повседневной жизни. So when you are in Moscow city, cultivate mindfulness for your work also very important. Когда вы живете в Москве, то развивайте внимательность, и это полезно также и для вашей работы. In your work, whatever work you do it, if you do it mindfulness, you will be professional worker also. Какой бы работой вы ни занимались, если вы будете делать ее внимательно, то станете профессиональным работником. You make mistake, some silly mistake. Why? You're not mindfulness. You know, your mind wandering here and there, and then you make silly mistake. Then it have a very big damage to your company also.